Ölmüşümdür. Bitti. Ben seni hiçbir zaman bırakmadım. Eğer birimizden biri yanacaksa o ben olacağım. Benim sana dürüst olmam lazım. Anında kaybedersin beni. Kızımız hep bizimle olsun. Acısıyla tatlısıyla hep beraber büyüyelim. Sen çok güzel bir baba olacaksın. Yani annem arkasından Sevilay. Nerede bu kız? Seni çok seviyorum. En geç yarın gideceğiz buradan. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Брат Севилай Андачбей умер. Возьмет ли всю вину на себя Нух вместо Севилай? Продолжит ли Севилай и Нух убегать после инцидента? Каков новый план Халиля? Какое признание он сделает Халилю Хикмету? Будет ли Хикмет на стороне Халиля в новом плане? Как эти события повлияют на Джихан и Мелек, которые с нетерпением ждут воссоединения со своим ребенком? Что будет делать Мелек, если она не сможет добраться до Нуха и Севилай? Сможет ли Тахсин противостоять Сумру и загладить свою вину? Болезнь Нуха ухудшается с каждым днем. Узнают ли об этом Сумру и Мелек? Что произойдет, когда старые друзья Сумру найдут Мелек и Джихана, скажут им, что Сумру рассказала правду обо всем, что она пережила в прошлом, и покажут им жалобу, которая была зарегистрирована в полицейских записях того времени? Как Асад сбежал из тюрьмы? На кого мистер Тахсин наставил пистолет? Что происходит с Джиханом, Мелек и Халилом, что их так злит? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы госпожа Сумру простила господина Тахсина, Халиль и Хикмет ушли как можно скорее, Севилай и Нух снова сошлись, и чтобы все узнали о болезни Нуха и как можно скорее начали его лечить, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Пока Севилай думала о том, чтобы найти своего брата и включить его в свою жизнь, ее брат попытался воспользоваться ею, не зная об этом. Конечно, в этот момент Севилай попыталась признаться, что она этого не хочет и что она мой брат. Пока они спорили, Нух услышал голоса и вошел в комнату. Когда он увидел, как Андачбей сжимает Севилай, между ними началась яростная драка. Даже когда Андачбей собирался задушить Нуха, Севилай спасла Нуха от рук Андачбея, ударив его по голове вазой. Когда Андачбей собирался в гневе напасть на Севилая, как только тот покинет Нуха, Севилай в отчаянии отбежал в сторону и сбил его с ног, в результате чего окно разбилось, а Андачбей упал с большой высоты. После того, как Нух и Севилай оправятся от шока после инцидента, они убегут, не оглядываясь. Когда Нух уйдет оттуда и прибудет в дом, где поселилась Севилай, он скажет ей, что если этот инцидент всплывет наружу, он возьмет на себя всю вину. Андачбей либо переживет этот инцидент, получив серьезные травмы, либо умрет. Хотя Севилай говорит, что не может с этим смириться и что все это произошло с Ноем из-за нее, Ной никогда не допустит, чтобы Севилай пострадала. Однако пока инцидент не раскроется, Нух и Севилай захотят вернуться в Каппадокию. Конечно, если их не поймает на дороге полицейский. Когда все его мечты сбываются, Халиль тут же придумывает альтернативный план и пытается получить деньги от Джихана. Но сначала он расскажет Хикмету некоторые факты. Например, он может сказать, что у него нет денег и, по сути, никаких связей за рубежом. Причина, по которой она рассказывает это Хикмету, заключается в том, что она знает, что Хикмет теперь безумно влюблен в нее. Несмотря на то, что Хикмет очень расстраивается и злится, когда слышит эти признания, он все равно продолжает верить всему, что говорит Халиль, из любви к нему. Конечно, Халиль может рассказать о том, как у него было много денег, а потом он внезапно обанкротился. Хоть Хикмету и не нравится план Халиля, они реализуют его вместе. Потому что она боится, что если не пойдет дальше, то продолжит чувствовать себя бессильной и одинокой. Хотя Джихан и Мелек с нетерпением ждут встречи со своим ребенком, все эти события, которые с ними происходят, истощат их отношения. Джихан, который время от времени старается найти возможность побыть в одиночестве, использует любую возможность, чтобы дать Мелек передышку.
После того, как Мелек сообщит Нуху о местонахождении Севилай, он очень обеспокоится, не получив никаких известий. Но когда Нух и Севилай отправятся в обратный путь, он испытает облегчение, узнав, что они возвращаются вместе. Господин Тахсин разыскал Гэжу Сумру и предстал перед ней. Госпожа Сумру очень сердита на него и изо всех сил старается не разговаривать. В то же время Тахсин Бей будет настаивать на разговоре с Сумру и попросит прощения, поскольку он осознает, как сильно он ее расстроил. Госпожа Сумру скажет, что она очень расстроена из-за господина Тахсина и что она хочет пока держаться от него подальше. Господин Тахсин скажет Гэже Сумру, что он ее уважает, очень любит и с нетерпением ждет, когда она его простит, а затем уйдет. Что бы ни происходило в мозгу Ноя, мне кажется, что из-за пережитого им там образовалась опухоль. Он станет свидетелем его нападений, пока будет с Севилаем. Севилай скажет Нуху, что эта ситуация ненормальна, и поговорит с ним, чтобы он немедленно обратился к врачу. Хотя Нух говорит, что с ним все в порядке и что это не имеет значения, Севилай не успокоится и расскажет Мелек об этой ситуации. Мелек последует за Ноем и выяснит, к какому врачу и в какую больницу он обращался, а также попытается получить информацию непосредственно от его лечащего врача. Он узнает, что Ной очень болен и что если его немедленно не лечить, его состояние ухудшится. Затем он немедленно расскажет госпоже Сумру об этой ситуации. Когда Сумру узнает о болезни своего сына Ноя, она оставляет все дела и возвращается в Каппадокию, чтобы быть рядом с ним. Старый друг Сумру Ханем приедет в Каппадокию, чтобы встретиться с ней, и как задокументированный свидетель плохого события, которое он пережил в прошлом, он расскажет все факты перед Джихан Мелек, Харикой и Эсатом и о том, какие трудные дни пережила Сумру Ханем. Когда ее дети увидят, что по отношению к Сумру Ханем была совершена большая несправедливость и что все, что сказал им Халил Бей, было ложью, они очень пожалеют свою мать. Я почти слышу, как вы думаете, какая связь между арестом Эсата. Благодаря совести Эсата Джихана он отзовет свою жалобу и будет освобожден из тюрьмы. Затем он посадит его и даст ему совет, как отныне быть хорошим человеком. Эсат постарается стать немного лучше, чем раньше. Господин Тахсин будет очень зол из-за того, что он узнал о жизни Гэжи Сумру. Он начнет привлекать к ответственности тех, кто причинил ему зло и заставил его страдать. И сначала он пойдет к кому-нибудь, вытащит пистолет и попытается получить от этого человека какую-то информацию. Когда Халил Бей придет к Джихану и предложит переехать отсюда, если он даст ему денег, Джихан очень рассердится. Хотя Мелек пытается успокоить его, Джихан, который крайне зол на Халиля, может подумать: давайте дадим ему деньги, которые он хочет, и позволим ему уйти и держаться подальше от нашей жизни. Как вы думаете, произойдет ли смерть Андача? Если Андач умрет, Ной попадет в тюрьму. Является ли болезнь Ноя неизлечимой? Простит ли госпожа Сумру господина Тахсина? Запятнает ли господин Тахсин свои руки кровью? Помирятся ли Мелек и Ной со своими братьями Харикой и Эсатом? Это конец Халиля и Хикмета. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.